Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня тема ролика – это отек в ноге и как от него избавиться. Тема очень важная, тема одна из самых важных, я бы сказала, на канале. Очень много комментариев, вопросов от вас по этой теме. Да и вообще, вы знаете, я вам скажу, что примерно половина, а может быть даже и больше, процентов 70 всех осложнений, которые мы получаем после операции, после травмы, они вытекают как раз-таки из вот этого изначального положения, что отек плохо контролируется, воспаление плохо контролируется, и в конечном итоге вот это воспаление, отекание, оно приводит к очень многим осложнениям, с которыми потом тяжело бороться. Поэтому я считаю, что вопрос, как снизить отек в ноге после травмы, после операции, и также при артрозе, артроз мы также заденем, немножко поговорим об этой теме в конце ролика. Тема важная, поэтому сейчас я бы хотела пройтись по основным рекомендациям, которые существуют, как снизить отек, как с этим бороться. Итак, в первой части ролика я говорю о пациентах после травмы, после операций. Наверное, ни для кого не секрет, что тема отека – это, наверное, первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, значит, после травмы либо операции. Я вам скажу, что с отеком легче всего справиться в случае, если мы с самого начала делаем все так, как нужно. То есть, если мы с самого начала прилагаем все те усилия, которые мы должны сделать, чтобы снизить отек, то, как правило, да, удается от него избавиться, либо хорошо взять под контроль так, чтобы он нам не мешал в период восстановления. Итак, если мы берем первую фазу, да, то есть если мы берем пациента вот сразу после операции, после травмы, там первые недели, мы берем где-то сейчас первая, третья неделя. Самые действенные методы, которые существуют, и это не я их придумала, опять же, да, это те методы, которые существуют у нас в Северной Америке, которые успешно применяются. Итак, это прикладывание льда каждые 2 часа. Я говорю льда, но это прикладывание холода на послеоперационное, либо место, которое было травмировано, каждые 2 часа через влажное полотенце. Да? Если это колено, значит это колено, если голеностоп, это голеностоп, бедро, значит бедро. Берем что-то холодное, обычно это кубики льда, в пакет, обматываем влажным полотенцем и прикладываем на 10 минут каждые 2 часа. Вторая рекомендация – это мы помещаем ногу на возвышение, то есть вы лежите на диване, на полу, на кровати, нога должна быть выше уровня сердца, и мы совершаем вот такие ритмичные движения в течение 10-15 минут. Если сильный отек, то это 4, 5, 6 раз в день. Если отек средней тяжести, то может быть 1-2 раза в день, этого достаточно. Значит, это первые 2 основные рекомендации. Третья рекомендация – это выполнение самих упражнений, потому что упражнения, они дают движение в суставе, да, и отек постепенно будет уходить. И четвертая рекомендация – это снижение нагрузки с травмированной либо оперированной ноги. То есть мы берем костыли, ходунки, трость, то есть какое-то приспособление для ходьбы, чтобы снять лишнюю нагрузку, чтобы не давать вот этот эффект лишней нагрузки и на так уже отекшую ногу. Да, вот эти основные рекомендации. То, что касается, если мы в самом начале. Если мы говорим уже об отеке, который где-то держится 1-2 месяца и плюс, то здесь уже не все подряд подходит, не все подряд работает, да, то, что я назвала выше. Здесь уже, по моим наблюдениям, наиболее эффективными считаются. Первое – это самомассаж, причем регулярный самомассаж 2, а то и 3 раза в день с маслом ши, да, так как я показываю у себя на канале. Вторая рекомендация – это сами упражнения, то есть выполнение адекватных упражнений также приводит к увеличению циркуляции, рассасыванию отека. И
кому-то помогает, кому-то нет, да, это нога на возвышении, то есть, опять же, нога на возвышении. Опять же, по моим наблюдениям, если мы говорим об отеке уже 2-3 месяца и плюс, то лед помогает не всегда, прикладывание холода уже помогает не всегда. То есть вот такие основные рекомендации. Почему мы боремся с отеком? Потому что мы не хотим, чтобы он оставался, потому что это очень мешает восстановлению, это приводит к затвердению сустава, в общем, к неприятным ощущениям. Да? Это то, что касается послеоперационных, послетравматичных пациентов. Все рекомендации, которые я дала выше в этом ролике, вы найдете у меня на канале плейлист «Отек» и плейлист «Лечебный самомассаж». Дальше небольшая часть, только то, что касается пациентов при артрозе. Также вопрос, который звучит часто на канале, можно ли прикладывать лед при артрозе? Я вам говорю, что да. И это ответ не тот, опять же, который я придумала, это тот ответ, который дают врачи нашим пациентам в случае, если пациент обращается с артрозом, да, вот что делать. Первая рекомендация будет это прикладывание холода, то есть это снижение воспаления в вашем суставе в случае необходимости. Ну, по необходимости, допустим, вы погуляли, походили долго, сделали упражнения для предотвращения того, чтобы сустав отекал, воспалялся и вам приносил боль, тем самым, да, мы прикладываем холод. Я не буду, вы знаете, вы можете мне написать, конечно, но я не буду даже спорить с людьми, которые мне будут писать, что это полная глупость, что такое делать нельзя и так далее. Такие комментарии тоже встречаются у меня на канале. Опять же, повторяю, это та рекомендация, которая существует в Северной Америке, там, где я живу, там, где я работаю. Это то, что делают тысячи наших пациентов, тысячи людей с артрозом. Это то, что работает, это помогает людям существовать, да, это помогает людям с артрозом делать какую-то активность. И как бы это то, что существует. Основная рекомендация – это прикладывание холода при артрозе с целью, чтобы снизить воспаление, отек, предотвратить воспаление, отек в вашем суставе после активности, либо после ваших упражнений. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите. Да? Буду рада, если я для кого-то прояснила, может быть, кого-то промотивировала пойти сделать самомассаж или приложить лед на свой травмированный, оперированный сустав. Я прощаюсь с вами всем до следующих роликов и всем пока-пока.